Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать этот невесомый изящный джемпер из любой пушистой пряжи подойдет. Очень красиво, элегантно смотрится. У нас с вами ажурный узор формируется по переду, спинка и рукава вяжутся лицевой гладью. Несложный в исполнении джемпер, может связать мастерица среднего уровня мастерства и, в общем-то, вяжется довольно быстро, поскольку пушистая пряжа. И, в общем, знаете, девочки, очень изящная модель. Согласитесь, давайте с вами полистаем, посмотрим. Вот так она у нас смотрится, как видите, довольно много элегантности, довольно изящно это все выглядит. Можно выбрать пряжу любого цвета, не обязательно белого, да. То есть эта пряжа подойдет. Вот у меня конкретно в сегодняшнем проекте участвует пряжа с альпакой. Сюда подойдет пряжа с мохером. То есть может получиться дорогая вещь, может и попроще вещь, все зависит от выбора пряжи. У меня сегодня будет довольно бюджетный вариант. Я вам сейчас приближаю узор, посмотрите внимательно, как он смотрится на модели. В общем-то, узор довольно простой, но очень красивый, согласитесь, да? Тут явно из мохера связано, а у меня будет альпака, тоже очень красиво смотрится. Так, давайте более детально. Если вам нравится данная модель, сегодня у нас будет составляться описание вязания для российских размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. У нас будет с вами разбор пряжи, спиц, вязание образца узора, расчет плотности, влажная тепловая обработка и затем детальные расчеты. Прилагается ко всему этому описанию схема и выкройка. Итак, девочки, приступаем к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого прекрасного джемпера я выбрала пряжу Гималая Ультра Кашемир. 75% акрила, 25% альпака. У нас в 50 грамм 175 метров. Турецкая пряжа, очень хорошего качества, необычайно мягкая. Просто пушок, знаете, прямо такой нежнейший пушок, абсолютно, который не колется, который, просто, я не знаю, слов нет от красоты. Спицы я взяла 3,5, использую при вязании этого узора. У нас получается вот такая красивая, очень красивая, необычайно нежное вязаное полотно получается. Как вы видите, оно просто как пушок, как пушиночка ажурная, красивая, необычайная. Вязочка получается, показываю вам, да. Очень хорошо ложится эта пряжа в вязаное полотно, как видите, да, и узор не самый сложный, как видите, да, очень красивый узор. Схему я нарисовала, не будет у вас никаких проблем с вязанием данного узора, потому что здесь у нас идут элементарно накиды и 2 вместе лицевой, и это, в принципе, лицевая гладь. Итак, значит, давайте, цвет вы, конечно, можете выбрать любой. Вот в данном случае у меня нежнейший, такой с голубизной моточек. Вы видите, да? Можно взять белую пряжу, можно любой, розовую, какую хотите. Будет шикарно смотреться. Смотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт составляет 26 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Условное обозначение. Вертикальная черточка – это лицевая петля.
Треугольник прямоугольный обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И накид обозначается кружком. Вот и все условные обозначения. Очень легко. Далее у нас есть с вами выкройка. Вот так выглядит у нас с вами выкройка. Здесь нет размеров в основном. И все размеры я озвучу в расчетной части, девочки. Здесь я вам конструктивно показываю, что все детали вяжутся у нас отдельно. Спинка, перед, рукав, 2 рукава. Затем все это сшивается и вывязывается на круговых спицах планка выреза горловины. Вот таким вот образом. У нас с вами будет вот такая инструкция составляться. Сейчас я вам покажу инструкцию в виде текста. Я ее выкладываю всегда под видео, девочки. Вот таким образом выглядит наша с вами инструкция в виде текста. Все циферки, которые здесь участвуют, я обосновываю, девочки, в своей расчетной части. Здесь у нас указаны размеры участвующие и все подробное описание друг за другом, как вязать, как собирать. Почитайте самостоятельно, я, конечно, это читать не буду. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 32 петли, девочки, и начинаем вязать с вами раппорт узора. 26 петель у нас занимает, с двух сторон я сделала по 2 петли платочной вязки, видите, да? Ну и, соответственно, 2 кромочные у нас. Итак, первый ряд. Вяжем первую кромочную, снимаем и вяжем 2 лицевые, это платочная вязка. И далее начинается раппорт узора, первый ряд, и у нас 3 лицевые первые, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому я вот так делаю, а вы вяжите как вам удобно. Далее 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 8 лицевых до конца раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее у нас идут 2 лицевые платочные вязки, кромочная, изнаночная. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли, накиды мы вяжем изнаночными петельками и вяжем все четные ряды самостоятельно. Третий ряд узора. Кромочную снимаем, 2 лицевые платочные вязки, начинаем раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И осталось у нас еще 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раппорт связан. 2 лицевые платочные вязки, кромочную вяжем изнаночной. И четный ряд 4 вяжем самостоятельно все петли изнаночные, кроме платочной вязки. Платочная вязка в изнаночных рядах вяжется лицевыми петельками. Пятый ряд. Кромочная, 2 лицевые. Далее у нас идет раппорт узора. Первая петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1,
2, 3, 4, 5, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, еще 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и остались у нас с вами 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан, и 2 лицевые у нас идут платочной вязки, кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Ну, то есть все петли у нас изнаночные, и платочную вязку не забываем лицевыми вязать. 7-й ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 5 лицевых остается до конца раппорта. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас еще за раппортом 2 лицевые платочные вязки, кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание, 8-й ряд вяжем, все петли изнаночные и платочная вязка, лицевые петли. 9-й ряд вяжем кромочная, 2 лицевые платочные вязки, и далее вяжем лицевые петли. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лицевых. Делаем накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. 2 лицевые платочные вязки, кромочная, изнаночная. Переворачиваем. И у нас 10-й ряд вяжется все петли изнаночные, кроме платочной вязки. Вяжем 11-й ряд следующим образом. Кромочная, 2 лицевые платочной вязки. Начинается раппорт узора. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И затем начинаем вязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем у нас идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 лицевые платочные вязки, кромочная, изнаночная. Связали 11 ряд, переворачиваем 12 ряд, все петли изнаночные, кроме платочной вязки, лицевые вяжем, платочные вязки. 13 ряд узора вяжем кромочные, 2 платочные вязки, лицевыми вяжем, и начинается раппорт узора. Вяжем лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых.
Раз, два, три, 4, 5, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, связали раппорт, 2 лицевые платочные вязки, кромочные, изнаночные. Связали, да? Переворачиваем и 14 ряд вяжем все петли в раппорте изнаночные. 15 ряд вяжем. Первая у нас кромочная, снимаем, 2 лицевые вяжем платочной вязки и далее вяжем 5 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель лицевой вязки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, раппорт связан. Осталось у нас 2 лицевые платочные вязки, кромочные, изнаночные. Все. 16 ряд вяжем все петли изнаночные в узоре. 17 ряд вяжем кромочная, 2 лицевые платочные вязки, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, связали раппорт узора, осталось 2 лицевые платочные вязки, кромочные, изнаночные. 18 ряд вяжем все петли изнаночные в узоре. 19 ряд вяжем первая петля, кромочную сняли, 2 лицевые платочные вязки, начинаем раппорт узора. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид и до конца раппорта лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Связали. Остались 2 лицевые платочные вязки, кромочные, изнаночные. 20 ряд вяжем все петли изнаночные по узору. И на этом раппорт узора заканчивается, девочки. Начинается все с первого ряда снова. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Горячим паром обдаем наш образец. Тянем его в разные стороны. Так, он очень влажный, податливый, очень хорошо поддается растяжению в разные стороны, по ширине и по высоте. Так, еще разочек. Давайте оставляем его сохнуть в таком состоянии, расправлен. Итак, для измерения плотности берем линеечку, да, и измеряем ширину образца вместе с кромочными. Так, у меня это 18 сантиметров, и у нас участвует в вязании
32 петли. 32 петли разделить на 18 сантиметров получается 1,77. Да? Ну, если мы округляем, то 1,8. Надо эту цифру сейчас записать. Так, записываем 1,8. Да? Так, теперь давайте измерим плотность по высоте. Ну, у нас здесь, смотрите, такой неровный край получается, волнистый, поэтому мы сделаем среднюю сейчас с вами величину в сантиметрах. Итак, значит, здесь у меня 17, в самой, значит, короткой части 17 и в самой длинной 18. Значит, берем 17,5 сантиметров, да? И надо четко посчитать ряды. Это очень легко сделать, поскольку у меня 20 рядов раппорт, то есть у меня здесь с вами связано, получается, 39 рядов, 17,5 сантиметров. Делим 39 на 17,5 сантиметров и получаем плотность по вертикали 2,2. Запишем с вами сюда же в 1 сантиметре 2,2 ряда. 2 десятых ряда. С такими вот двумя цифрами, девочки, мы сейчас будем делать расчет. Смотрим выкройку. Итак, девочки, мы будем сегодня с вами составлять описание вот по этой выкройке. И у нас с вами сегодня будут участвовать размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ширина спинки и переда будет следующая. Значит, для первого размера 48 сантиметров. Для второго размера 53 сантиметра, для третьего 58 сантиметров. Умножаем все на нашу плотность, которую мы с вами только что рассчитали, по горизонтали 1,8. Получаем 86 петель первый размер, 96 петель второй размер и третий размер 104 петли. Расположение узоров по переду будет следующим образом. Раппорт у нас составляет узора 26 петель. У нас идут 2 раппорта подряд, ровно по центру, и с двух сторон в окружении платочной вязки. То есть 2 петли справа платочки и 2 петли слева платочная вязка. Ну и здесь у нас справа и слева также симметрично располагается лицевая гладь. То есть кромочная справа, кромочная слева. И все это в сумме нам дает 86 петель. Первый размер лицевая гладь у нас 14 лицевых справа-слева. Второй размер 19 лицевых справа-слева. И третий размер 23 лицевые. То есть начинаем. Третий размер кромочная, 23 лицевые, 2 петли платочная вязка, 2 раппорта узора подряд. Опять 2 петли платочной вязкой, заканчивается все 23 петлями лицевой глади и кромочной. Все. Понятно, да? То есть вот такой состав. Это узор переда у нас идет. У спинки просто лицевая обычная гладь, рукав тоже вяжется обычной лицевой гладью. Для планки нижней я рекомендую взять спицы на пол размера меньше. То есть если мы вяжем с вами основное полотно, узор спицами 3,5, то для планки лучше взять спицы номер 3. Так, длину изделия я беру 60, 61, 62 в зависимости от нашего длины изделия, ну то есть от наших размеров. И получаем, значит, следующие моменты. Значит, у нас с вами будет формироваться пройма. Глубина ее на маленький размер 5 сантиметров. И далее я увеличиваю на 1 петлю для каждого размера. То есть у меня получилось 9 петель первый размер, 10 второй и третий 11 петель. На вырез горловины при ширине выреза горловины 20 сантиметров у меня берется 36 петель первый размер, 38 второй и 40 петель третий размер. Я опять расширяю на сантиметр. То есть если первый размер у нас идет
20 сантиметров, то второй идет уже 21 и 22 третий. Понятно, да? И все, что остается, это петли плеч. В моем случае 16, 19, 21 петля. Так, с этим мы тоже очень все разобрались. Высота проймы у меня будет 20, первый размер, 21 сантиметр второй и третий размер 22 сантиметра. Как сделать закругление по пройме, по вырезу горловины, я подробно описываю в инструкции под видео. На какой высоте мы формируем пройму, на какой высоте мы формируем вырез горловины, тоже в инструкции под видео. Все есть. У меня по спинке идет высота выреза, глубина выреза, скажем так, 2 сантиметра и по переду 8 сантиметров. На рукав будем набирать 44, 46, 48 петель. Вяжем небольшую планку высотой 3 сантиметра, так же как у спинки переда. Резиночкой 2 на 2, 1 на 1, любой вариант приемлем. И далее переходим на лицевую гладь. У нас здесь будет формироваться скос рукава и окат рукава. Общую длину рукава я взяла на все размеры 60 сантиметров. Мерка должна быть очень индивидуальная, девочки. Это средний рост. Возможно, у вас будет другая длина рукава, поскольку у нас рост у всех разный, да, разное телосложение. Пожалуйста, уточните, пожалуйста, эту мерку. 60 сантиметров – это усредненный показатель. И в моем случае высота скоса у меня, то есть от планки до начала оката, это 44 сантиметра. Сразу перевожу все в ряды. 96 рядов получается, как считала. Ряды. 44 я умножила, то есть 44 сантиметра я умножила на плотность по вертикали 2,2 и получила 96 рядов. С этим понятно, да? И теперь смотрите, самая широкая часть рукава я уже посчитала, это 68, второй размер 72 петли, третий 74 петли. Ширину я взяла для 68 петель, значит, у меня шла 39 сантиметров ширина рукава в этой части первого размера, и дальше я расширяла, брала 40 и 41 сантиметр, и получались у меня эти петли. То есть 39, если умножить на плотность по горизонтали 1,8, то получится 68 петель. И также я считала другие размеры. Теперь смотрите, девочки, из 68 петель первого размера отнять то, что у нас по низу 44 петли, и получается 24 петли надо прибавить. Всего, ну, у нас 2 скоса, делим на 2, получается на каждый скос прибавка составит 12 петель. Это первый размер, для вторых размеров, второй, третий, по 13 петель. И теперь эти прибавки мы делаем одновременно и равномерно с двух сторон. И для этого надо 96 разделить на 12. У меня получилось 8 рядов. Для вот этих двух других размеров 7 рядов. То есть в каждом 8 и в каждом 7 ряду мы делаем прибавку. Итак, 12 раз, да, или 13 раз. Ну, об этом вы все подробнейшим образом почитаете под видео. Я не касаюсь в своих расчетах оката рукава, поскольку здесь, ну, в общем-то, вариант такой. Для девочек, которые начинающие, окат рукава желательно вязать по выкройке в натуральную величину. Рисуете вот такую часть закругленную. И когда вяжете, прикладываете свое полотно, и вам будет очень хорошо визуально понятно, в каком месте вам сделать убавку одной петли, в какой 2 петли. Образно говоря, в каждом лицевом или изнаночном ряду, то есть в каждом втором ряду, я прикладывала, я так сама училась, девочки, я прикладывала свое полотно и смотрела, ага, здесь надо одну убавку сделать, здесь одну петлю убавить, а вот здесь уже более в крутом месте по 2 петли уже надо убавлять, а вот здесь вот
там по 3 уже петли, да, пора убавлять. И на определенной высоте, ну, в нашем случае это 57 сантиметров будет от планки, вы закрываете одним разом сразу там 15, допустим, петель, 16. Ну, там по-разному будет получаться у вас. Вот такой принцип. Есть теоретический способ. Статья на расчет оката у меня под видео есть ссылка. Пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Те девочки, которые уже имеют опыт вязания, ну, в принципе, эта информация для них уже не интересна, не актуальна, они и так свяжут. Я, например, сейчас уже никакие вывороты не делаю, я уже и так знаю, где мне по одной петле, где по 2 убавлять, а где по 3. Все. Так, ну, в принципе, вот такой образный расчет, скажем так. Я объяснила вам, откуда я взяла эти цифры в своем расчете, да. Мы прошли с вами по размерам. И все это в виде инструкции, в виде текста у вас будет под видео, девочки, вся последовательность ваших действий. Я желаю вам удачи и до новых встреч!